Попроговариваю нынче про такой классный материал, как уголь. Я с ним раньше не особо встречался, но теперь встретился и, честно говоря, обалдел, что он может, как он может и какие у него потрясающе широкие графические возможности. Вот, например, вот моя рука. Вот это одно изображение, которое я довольно быстро сделал. Не помню, может быть полчаса, может быть чуть больше, но вот оно. И в деталях смотрите, что происходит. Как это вообще возможно? Что это за роскошь такая, которая... Почему у меня раньше этого не было? Я вдруг внезапно научился? Нет, нет, нет. Это совершенно удивительный эффект, потому что я раньше угля не пробовал. И вот, раньше пробовал мягкие материалы. Да, вон они. Вон они. И сангину раньше пробовал. А вот эту вот штуку нет. И тут оказалось, что вот, я материалы, которые покупаю обычно, это там фирма, мастерская художника. Просто они упакованы норм. Носить удобно. Просто носить удобно, да. И вот такой у них появился. Я захожу в буквоед и радостно это все беру. И так типа откладываю. А чем он может быть лучше, чем я пробовал сангину, чем я пробовал соус, чем я пробовал сепию. Сангина, соус и сепия потрясающе великолепные. Я просто прям балдею. Но тут я попробовал уголь. И есть вообще разница. Есть моменты. Почему я этого не делал раньше? Вот если вы этого не делали раньше, то вы попробуйте. Это удивительно. Он удивительно дает тонкие моменты перехода между тонами. Он очень деликатный, очень негрубый, но может быть супер интенсивным, супер грубым. И вот это вот сочетание, оно как нельзя лучше подходит к моему типу графики. Я вот на эту историю радостно переношу свою историю с пером и тушью и балдею. Потому что те левелы, которые я там радостно нарастил, рисуя пером и тушью, отлично переходят вот в эту стилистику. И даже получается быстрее. Быстрее и получается, сейчас по моему пониманию, у меня только одна большая работа. Я вот сейчас покажу ее в деталях, вы посмотрите, какие эффекты происходят. Думаю, удивитесь, если раньше тоже не пробовали такого. И если захотите, то можете использовать. Вот это урок по этой большой работе, ее разбор у меня на платном сервисе Boosty. Ссылки в описании. Смотрите, если вам интересно научиться, то там научиться можно. Я там прям то, что начинаю понимать, то прямо раскладываю. Тут смотрите, насколько это все круто и эффектно. Я смотрю. Конечно, для этого нужно научиться проводить первые линии. То есть, чтобы ваши линии делали такие симпатичные загибы, чтобы они были энергичные, чтобы в линиях была сила. Если в линиях не будет силы, то невозможно стильный рисунок нарисовать. А сила появляется от чего? От практики. От многократной практики. Если практикуете, будет сила, четкость, ясность, красота и эффектность. Если не практикуете, 1, 2, 3 подхода сделали, через неделю-две забили, толку не будет точно. То есть это все вопрос тренировок. И это прекрасно, потому что это все от таланта не зависит. Кто говорит, что это зависит от таланта, тот просто, в принципе, скорее всего, ленивый человек. Вот. Это все изучается, это все так же, как научиться писать буквы, делать такие орнаменты. Орнамент это точно. Проектирование — это сложное искусство, а такое рисование, в общем, смотря какой уровень нормы в обществе, и какая у вас упертость. Есть упертость, все получится. У меня конкретная упертость есть, и вот этой упертостью я, в общем, и добил все левелы, которые у меня есть по рисунку, и по проектированию. Меня просто оскорбляла та мысль, что это все зависит от таланта. Хотите, вы так думаете. Я вот так не думаю, например, и на своем примере. И теперь мне говорят, что это все у тебя от таланта. Да, руки по уши стерты были, чтобы до такого таланта добраться. Я подумал себе, я многократно превышу необходимые усилия для того, чтобы
получить что-то, вот, чтобы не зависеть ни от чего, чтобы вот точно это получить. Ну и зарядился так, что типа делать больше, чем тебе кажется необходимым в этом отношении, тренироваться больше. И нет проблемы, вот оно получается. И сначала тяжело, 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 как будто бы в горку едешь, а потом легче и легче. И из одного стиля накопленные левелы перетекают в другой. Ну это же естественно, это, блин, вот так оно уже во всем. Как бы и рисование это вообще не исключение. Вот. И вот такие штучки. Вот как деликатен уголь. Берем, намечаем такую штуку. Палочки. Вот эти палочки, это прям тоже восторг, отдельный восторг. Потому что они вот такого размера по сравнению с рукой. Вот она. Вот такие они. И они ломаются легко. То есть чуть поднажал не так, они сломаются. Поэтому я беру короткую. И такие прям вот. Ты-дын. Вот орнамент. Если можно нарисовать такой орнамент, то можно вот так растереть. Чуть сделать поинтенсивней, вот так растереть. И вот здесь чуть растереть. Ну вот и все. Как бы понимаете, вот и все. Он так и делается. И все. Просто и все. Я в шоке. Я просто прям в шоке. Ну, а потом интенсивней. Ну, понятно, вот эта вот основа. Вот эта вот основа. Вот эта основа. На нее вот так же она лежит здесь. Только интенсивнее прорисована. И точно так же моделируются листики. Вот эти. Только более интенсивно прорисованные. Ну, тут тени еще положены в нужных местах. Вот эти листики сложнее. Ну, вот, нужно научиться такой листик рисовать. Вот, блин, задача для взрослого человека. Научиться рисовать листик. Драматично. Что это, закрыть ипотеку, что ли? Можно взять и научиться. Вот мои уроки на сервисе Boosty, платные уроки, тарифные, в помощь. Если есть задача, ее решить можно. Смотрите, как выгибает просто вот этим теневыми соотношениями. Это я просто растирал пальцем. Тык-дык, пару раз мазнул, и оно вот так сразу становится объемным. И объем крутой, который я сам не придумаю. Это тупо палец мой провел вот так. Обалдеть. В общем, вот я делюсь с вами радостью. Прям делюсь. Вот. А формат это формат А2. Это большая штука. Вот у меня лежат тут эксперименты. Это сангина. Нет, это сепия. Да, сепия. Формат А3. По нему тоже урок на Бусте есть. Поэтому не помню, но кажется тоже есть. Ну, может и нет. Это сангина. Это тоже сангина. И это сангина. И вот это сангина. И вот это сангина. И вот такого размера радость. Сейчас покажу эффект. Вот. Я хожу. Вот это формат А3. Тук-дук. Вот он. А вот формат А2. Вот моя рука. Такая большая штука. И на стене лежит как родной просто. Переверну и покажу без фильтра. Вот это А3. Тын-тын. Большие. Половина А3 это А4. То есть обычные офисные листики. Это вот два таких. Но вот это 4 офисных листика. Не 4. Раз, да, 4. Раз, два, три, 4. И вот в деталях. Вот рука в сравнении. Балдеж. Отойду. Ей бы рамку еще, и орнаментально это все круто. Вот так вот вытягивается по стене. Хочу больше экспериментов с этим удивительным материалом. А если формат
А2 еще великоват. Или А3 тоже великоват. Вот есть скетчбук. Вот такой. Это формат А5 примерно. Я думаю, дай-ка я там по-быстрому нарисую вот такой орнамент. Это тоже то же самое уголь. Вот он. Радость моя. Вот моя рука для сравнения. И вот такой симпатичный орнамент. И то же самое работает здесь. Вообще главное беспокойство с углем, как же он сохранится. Потому что он же растирается и разотрется об листы. Но я знаю, что если, например, вы перекладываете мягкий материал, нарисованный мягкими материалами, там какой-нибудь калькой, то теоретически это может сохраняться. Ну, в общем, если я тереть его особо не буду, то, может быть, пока все не страшно. Но точно лучше каким-нибудь фиксирующим средством это все закрывать. Ну, вот такой рисунок минут за 7 набросать вот так легко. Этот урок по этому рисунку тоже есть у меня на Boosty сервисе, на платном, на тарифе 400 рублей в месяц. Вот. То есть можно делать вон ту большую историю, можно делать вот такие маленькие короткие истории. Такие маленькие короткие истории я точно буду делать, потому что мне нужно срочно нагонять вот эту орнаментальную тему. Я всегда думал, что, ну, там мягкие материалы, особенно уголь, это точно для большого формата. Точно для большого формата. Но, как видите, и в маленьком формате он работает отлично. Вот он. Вот он. Так что теперь вот эта радость, она, скорее всего, всегда со мной. Что по самому материалу, чтобы вы понимали, чем я работал. Это вот эти вот, как называется, подольские товары для художников. Вот так выглядит коробка, вот столько стоит. Покупал в буквоеде. Что пишут, не понимаю. Ну, короче, подольские товары. Вот, в этой коробке удобно. Что с этим интересно еще, сейчас покажу. С мягкими материалами я подсел на вот эту вот. На вот эту мастерская художника. Вот что мне нравилось. То, что я выбирал, я сделаю обзоры еще работ, которые сделал вот этим набором. А я-то думал, это одна и та же фирма. А нет, это мастерская художника. Вот они. Вот мастерская художника. А вот это подольские материалы. Что вот у этих хорошо? То, что супер удобная коробка. Открыл и пользуйся. Открыл и пользуйся. Все сохраняется, все прям хорошо лежит. Открыл и пользуйся. Здесь немножко вот все превратится в такую смесь, такой трэш. И неудобно. Не так удобно, как вот у тех, потому что у этих крышечку открыл и пользуйся. Это еще попробуй открой-закрой. Ну, то есть одной рукой. Прям драматично. Но я капризничаю. Это, конечно, гораздо лучше, чем вот такой подход. Это я не знаю кто. Это соус. Товары для художников. Тоже подольские. Ну, в общем, вот. Подольские, они не заморачиваются удобством для работы. В общем, ты должен работать, неважно, удобно тебе, неудобно. То есть это еще хорошо. Это еще хорошо, потому что, когда я купил вот этот, я отодрал бумажку. И как я теперь их буду носить? И как я теперь их буду хранить? Следить, чтобы не перевернулась коробочка? Это на моем-то в художественном беспорядке. Что я должен делать? Вот идеальный кейс. Блин, вот эти чуваки молодцы. Делали бы они еще уголь. Вообще просто не думал бы, наверное, про другие материалы. Но эти, как я понимаю, уголь не делают. Но они делают круто. Сангина крутая. Вот сангина. К ней прям нет вопросов. Мне очень нравится. Это сангина. Это сепия. Вот сепия. Тоже классная. Все круто. По соусу я еще отдельно разберу, потому что соус он крутой, можно там с водой работать.
Ну и вот сегодня про уголь рассказал. Поэтому используйте уголь. Уголь супер крутая тема. Это, конечно, разотрется все, но чтобы оно растерлось, простите, нужно, чтобы страдать по этому поводу, нужно быть классиком живописи. А мои скетчи разотрутся вообще не вопрос, что я их для истории, что ли, храню. Если хочу хранить для истории, я ищу сейчас лак. Короче, есть какой-то такой классический лак, называется «Прелесть» для художников. И вот им там, как я понимаю, даже в советское время покрывали все эти работы, и все хорошо. Как бы, что трястить, Ван Гог или Микеланджело или что-то, пожелтеет чуть моя работа, что это, мне вообще без разницы. Разотрется, я вылью туда кофе, мне вообще наплевать. Вообще наплевать, это только даст дополнительной материальности и ценности моей работе, только лучше будет, я вообще не против, совершенно. Вот. И если сюда придет какая-то материальность в виде там растирания, супер. Но лак попробую. И может там Винзор Ньютон, может быть, я не знаю, подгонят мне эти фиксативы для закрепления мягких материалов. И вот нужно у них в каталоге посмотреть, может у них есть тоже какие-то крутые штучки. И супер хорошая подруга из Рима, Ната, она еще обещала мне летом привезти супер материал, акварельный графит. Акварельный графит — это какая-то непостижимая тема. Если спросите в ТикТоке Натальи Ярощук или в Инстаграме, увидите ее обалденные работы. В общем, вот, надеюсь, вы зарядились на практику. Вот такие штуки можно делать. Орнаменты можно искать в интернете. Я рекомендую использовать классические орнаменты. Взять классику и фигачить ее. Это можно понять и оценить. И вот это вот тоже. Вот оно. Симпатяшности. Прям сразу на стенку просится. И на стенке лежат. Отлично. Отлично. И в скетчбуке лежат отлично. Поэтому пробуйте, практикуйте. Меня зовут Эдуард Кичигин. Моя тема — ландшафтная архитектура, проектирование и вот такие вот всякие графические техники, которые дают эффект быстро, стильно, круто, хорошо. Вот то, что я постоянно и демонстрирую. Как бы. Для меня рисунок — это обслуживающая структура. Она обслуживает мои проектные потребности. Поэтому мне от нее требуется, чтобы бамс-бамс, мазь-мазь, короче, и вау, что это такое. Ну вот это я постоянно и делаю. Чтобы научиться также, или мои обучающие видосы на YouTube, их просто дофига. Более 1000. Или чтобы эффективнее, где я рассказываю прям всякие тонкости. Ссылка внизу в описании к видео или в шапке профиля. Смотрите ссылку на мой платный сервис Boosty. Берете там тариф 400 рублей. Там вот как я на курсах рассказываю, так же я там информацию доношу. Если просто типа чуть-чуть последить, ну там не все. Тариф за 200 рублей. В общем, вот так можно у меня учиться. И сейчас уже, сколько уже я прям так привык, ну, вот это вот преподавание, концептуальное проектирование. Я думаю тоже об этом. Я думаю сделать курс по концептуальному проектированию в ландшафтной архитектуре и вообще в проектировании. Как это все переносится, как это происходит. Сейчас, в общем, работаю со студентами в техническом университете и выращиваю их мозгами крутые идеи, крутые проекты. Вот, скоро все, я думаю, это все упаковать в курс. В общем, вот, если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем чао-чао. Меня зовут Эдуард Кичигин. Пока. Хорошей практики.